В этом 5-минутном видео покажу, как сделать вот такой огромный объем на тонких, не густых, мягких волосах. Расскажу, как подготовить волосы к укладке, какой стайлинг использовать, чтобы объем держался. Включила утюжок на температуру 170 градусов и пока буду наносить термозащиту на водной основе. Хотите идеальную стрижку, но боитесь ошибиться? Я подберу форму и цвет, которые подойдут именно вашему лицу и структуре волос по фото. Учту все: густоту, тонкость и ваш природный стиль. Ваше преображение начинается здесь. Ссылка на экспресс-консультацию в описании. Жду 2-4 минутки, чтобы волосы полностью высохли. А в прикорневую зону нанесу фиксирующий спрей Osis. В нем уже есть встроенная термозащита, но на длину я его не наносила, потому что он делает волосы более жесткими, и утюжок по нему не очень хорошо скользит. А для прикорневой зоны это идеальное решение. Как раз таки нужно, чтобы волосы у корней были более жесткими и стояли. Я наношу его попрядно и массирую пальцами. За это время он очень быстро высыхает, и дальше я буду использовать мягкие резинки для волос, буду делать вот такие хвостики тоненькие. Когда вы используете термоинструменты, я настойчиво рекомендую использовать термозащиту. Это никакой не маркетинг, а термозащита действительно будет защищать ваши волосы от перегрева и от обламывания их в слабых участках. Напомню, что на сухую чистую длину волос я нанесла термозащиту на водной основе. Она как раз таки не будет утяжелять волосы, и утюжок по ней идеально скользит. А в прикорневую зону я нанесла спрей, фиксатор, в нем уже есть встроенная термозащита. И при этом он помогает не опадать корням при корневой зоне волос. Я делаю вот такие хвостики. Боковые хвостики я поднимаю прямо на пробор и фиксирую их резинкой. Волосы с нижнего затылка в хвостики не попали, потому что они короткие, и поэтому я буду завивать их утюжком вот таким образом. Двумя пальцами снизу вверх я выделяю вертикально пряди волос и накручиваю их на утюжок. Утюжок держу вертикально, делаю полный оборот и тяну утюжок вниз. По классической технике одну прядь мы накручиваем влево, следующую вправо, потом опять влево. Но в целом, скажу вам честно, это не так важно. Лично я периодически сбиваюсь. В распущенном виде нижние волосы не будут видны под верхними. И, в общем, особо не заморачивайтесь. Дальше я беру сахарный спрей, такой текстурирующий стайлинг, который делает волосы более шершавыми и объемными. У меня 5 хвостиков. И теперь я буду делать интересную укладку вот таким способом. Каждый хвостик я буду накручивать жгутиком, и этот жгутик я буду фиксировать утюжком. Напомню, температура утюжка у меня 170 градусов. Это классическая температура для тонких мягких волос. Здесь важно прогреть жгутик. Я вот такими похлопывающими движениями вожу утюжок. Хвостики у меня тонкие, поэтому волосы в них прогреваются быстро, а значит быстро меняют свою форму. Поверхность жгутика фиксирую сахарным спреем. И чтобы жгутик не размотался, чтобы за это время волосы у меня остыли, форма зафиксировалась, фиксирую жгутик зажимом. И все сначала. Прогреваю хвостик, закручиваю жгутик, и затем я аккуратно фиксирую этот жгутик утюжком. Двойной прогрев – это когда сначала по гладкой пряди, а затем самого жгута, в сочетании с обязательным остыванием на зажиме, фиксирует форму прям вот намертво. Волос запоминает заданное направление. Укладка такими жгутами создает не классический круглый локон, а ломаную рельефную текстуру. И за счет этого пряди переплетаются между собой, создавая воздушную подушку. Визуально масса волос увеличивается реально в несколько раз, в конце вы увидите. И еще за счет того, что на каждый хвостик поверх мы наносили сахарный спрей, то при расплетании этих жгутиков, когда они уже будут в распущенном виде, между ними будет больше воздуха. Волос опять же будет казаться реально много. И здесь уже волосы никак не превратятся в сосульки в течение дня. Сахарный спрей просто это не даст сделать. А поверхность волос получается такая шероховатая, плотная, немножечко жесткая. Знаю, о чем многие сейчас подумали, смотря это видео, дважды проходиться утюжком, это же убьет волосы.
Девочки, без паники. Это абсолютно безопасный способ, потому что мы грамотно подготовили базу. Секрет у нас в многослойной защите. По всей длине я предварительно нанесла термозащиту на вольной основе. Она не дает влаге испаряться изнутри волоса. А в прикорневую зону я добавила спрей Osis. Он не только фиксирует объем, но и содержит мощные термозащитные компоненты. Волосы надежно одеты в броню, поэтому прогрев жгутика дает нам только шикарную текстуру, без малейшего вреда для их качества. Итак, я сняла резинки и разбиваю жгутики пальцами. Вполне неплохо. Дальше я беру сухой текстурирующий спрей. Все волосы откинула назад и, приподнимая их пальцами, вот таким образом обрабатываю их спреем. Он добавит еще большего воздуха между волосинками. И здесь важно, после того, как вы нанесли этот спрей, нужно дать ему проработать это. Нанесла, подождала 2-3 минуты. Можно продуть феном или помотать головой, как это делаю я. Сразу как нанесли, руками лучше не трогать, иначе не получится. Ну вот, то, чего хотела, добилась. Вы видите, как много волос у меня стало. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие объемные текстурные укладки, либо вы предпочитаете, наоборот, гладкие прямые волосы. Например, я, как обладательница идеально прямых гладких волос, люблю вот такой эффект на волосах. Мягкую текстуру, ломаную, локоны люблю различные. Все, что добавляет мне объема и лохматости, это мое. А вы пишите свои предпочтения, мне будет очень интересно их почитать. Заходите на мой канал, подписывайтесь, у меня там много полезного и интересного про волосы и возрастной макияж. Ну а пока-пока, до новых встреч!